Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. 23 марта. У нас пчелы облетались 21 числа, но так как у нас то комендантский час, то война, то соответственно на пасеку я не пришел, не приехал, а приехал 23 числа. Сейчас плюс 13 градусов, можно пчел осматривать, но это уже не первый день ихнего облета. И вот улей зеленый, его бомбят. Видно, что пчелки хотят зайти явно не через дверь. Началось воровство. В первый день, когда пчелы облетываются, они ласковые, слабенькие, им не до воровства. В этот день они не кусаются, день большого перемирия, и не воруют. А вот прошло уже 2 дня, началось тотальное воровство. Потому что жрать хочется, а нектара в природе мало, а украсть чего-то надо. А вот пчелы этим и занимаются. В общем, этот улей, наверное, за зиму где-то рассохся. Они нашли щель и теперь его немножко там торбят. Надо с ним будет аккуратнее прекращать это дело, потому что разнесут семью. Вон видно, отношения выясняют свои с чужими. Не поймут, то ли своя, то ли чужая, то ли бить, то ли пустить. Обнюхивают. В общем, охрана на литке работает. Так что сегодня первый осмотр пчел в этом сезоне. День радостный. Делаем весеннюю ревизию, смотрим, что делается с пчелами. Первый осмотр после облета. Сразу идем по ряду с ульями, смотрим, несут пчелы пыльцу или не несут. Если не несут, значит какая-то проблема. Если им пыльца не надо, значит у них нету расплода. Ну, в этом улье несут. Нельзя сказать, что несет каждая вторая пчела или каждая первая. Обычно они несут все это дело массово. Но сегодня не тот день, не массово, но видно, что в этом улье пыльцу несут. Значит, тут с маткой все в порядке, все хорошо. Даже можно за нее не волноваться. Останется только почистить улей. Но здесь семья сильная. В сильных семьях ульи можно даже и не чистить, потому что они почистят их сами. Кстати, если пчелы начали чистить улей на 2-й, на 3-й день, а может даже на 1-й после облета, то значит в семье точно все хорошо. Потому что если пчелиная семья начала вытаскивать мертвых пчел, то есть чистить улей, значит она в прекрасном состоянии. Плохо, когда пчелы улей не чистят. Это обычно слабенькие семьи, улья не чистят. Им надо помогать почистить улей. Ну а сильным семьям можно и не помогать, потому что пока почистить слабых, приходишь к сильным, открываешь, они уже все почистили, там тебе делать нечего. Пчелы сильных семей, они самодостаточные, самостоятельные, никаких лишних проблем с ними нету, и это хорошо. Это моя чудо-семейка, которую я свел с 2 слабеньких семей, показывал на видео. Посреди зимы сводил, и они, как видно, пыльцу не несут. А здесь у них с осени было 2 матки. Что там с теми матками, непонятно. 2 их или 1, но я думаю, что осталось всего 1. Но видно, что нету пыльцы, не несут. Значит, тут могут быть проблемы с матками. Значит, этот улей на карандаш осматриваем и смотрим, есть матки или есть ли яйца. В общем, сейчас маток искать не надо. Сейчас надо смотреть, есть ли яйца. Если яйца есть, значит и матка есть. Ну, а если яиц нет, то надо уже начинать паниковать, потому что если матки нету, значит семья пропадет, она не жилец. И тогда такую семейку либо еще раз осматривать, искать матку на наличие, либо осматривать ее через там дней 5, может матка еще просто не успела откладывать яйца начать. Через 5 дней осмотрели, если опять яиц нету, паникуем и что-то делаем с этой семьей. Либо присоединяем к другой, либо матку им даем запасную. В общем, там уже полет мысли не ограничен. В общем, в этот первый день, почему надо осматривать ульи? Потому что можно было бы и не осматривать. Надо убедиться, что у них есть матки. Потому что если матки нету, семьи пропадут. Что сильные, что слабые, все пропадут. Нету матки, нету семьи. Поэтому приходится идти вот на такие жертвы. Вот понесла пыльцу вроде. Жертвовать теплотой в улье, выпускать тепло из улья. Делать один единственный осмотр, чтобы убедиться, что есть матка. Ну и по ходу сделать осеннюю ревизию, посмотреть, сколько у них корма, если надо добавить. Ну и посмотреть, что вообще с гнездом делается. И заодно почистить улей от подмора. Вот сегодня этим будем заниматься. Фундук цветет, пчелы его обрабатывают, собирают пыльцу. В общем, пыльцу у них есть где брать. Так что если есть вопрос, что пчелам негде взять пыльцы, то неправда. Вот фундук, прямо перед самыми ульями. Пыльцу есть где брать. Так что если пчелы не тянут в улей пыльцу, значит есть какая-то другая причина. Это синий улей я уже осмотрел. Здесь матка есть, корма есть. Кормов я добавил. Матка есть, яйца есть, расплод есть. Все хорошо. А это соседний улей голубой. Здесь он пустой, потому что я эту семью переселил в тот голубой улей, который показывал только что.
улей пустой, но тут есть рамки. И вот вам дикое воровство. Отойду подальше, чтобы было видно. Вот так вот они сразу воруют. Поэтому надо осматривать пчелок быстро, лишнего не разглагольствовать. Только если видео снимаешь, потому что что не сделаешь ради славы на ютубе. А вообще все надо делать очень быстренько. Я сюда складывал потолочинку, может там на потолочинке была какая капля меда. Вот они ее чувствуют и начинается за нее тырло. За тот мед, которого в принципе нет, за сам запах. Голод весенний, что же вы сделаете? Кушать-то хочется. Поэтому с этого края пасеки, раз тут тырло началось, соседние улья не осматриваем, а идем на другую сторону пасеки, и там будем смотреть улья, где спокойная обстановка. Ну а здесь пока пусть успокаиваются. Ну а потом опять сюда перейдем, когда тут успокоится. В общем, таким вот челночным способом сегодня осматриваю, потому что прозевал первый день облета, когда можно было их осматривать безнаказанно, они не воровали, вели себя хорошо, то теперь приходится вот так вот извращаться. Ну, что сделаешь, комендантский час, никуда мы от этого не денемся. Ну вот давайте с этого улья нового и начнем наши действия. Первое, что делаем, смотрим, что там делают наши пчелы. Смотрим на литочек, тут нас интересуют две вещи. Чистят ли они улей и приносят ли они пыльцу. Ну, видно, вот мертвую пчелку потянула. Значит, улей они чистят. Значит, эта семья, скорее всего, благополучная. Так, ну а пыльцы не видно, чтобы носили. Это плохо. Значит, у них мало расплода. Либо его вообще нету. Но это сейчас мы проверим наличие матки. Что с литком? Литок сразу сокращаем на проход 2-3 пчел. Больше не надо, потому что сейчас повальное воровство. Пчелы еще в природе ничего не нашли. Начинают воровать по пасеке друг у друга. Опять мертвую пчелку вытащили. Так, улей чистят. Пыльцу кое-как носят. Ну хорошо, значит предполагаем, что семья благополучная, расплоду у них мало, раз они мало пыльцы несут. А дальше действуем, как говорил классик, согласно утвержденного плана. Потолочинку забираем, рамочки отдвигаем. Смотрим, что там делают пчелки. Легкая рамочка, меду нету, пчелки на ней сидят. И вот эти рамочки все сдвигаем в эту сторону. Эту сторону я предварительно уже почистил. Но все равно рамки придется сдвигать в ту сторону. Дальше объясню почему. Так, воровство есть, значит быстренько улочки прикрываем. И все это делаем максимально по возможности быстро. Очень легкая рамка. Очень легкая. Значит, тут возможно будет пыльца. Пыльцы тут нету, зато тут есть... Неправильно рассказываю. Должен быть расплод. Расплода тут нету, зато тут есть пыльца. Все в голове перевернулось. Вот видно, сложили они пыльцу. Значит, пыльцы у них хватает, они ее не носят, потому что они уже ее принесли. Ну и значит, хорошо. Пыльцевая рамка с пыльцой. Значит, следующая либо опять пыльцевая, либо с расплодом. Смотрим, что у них тут делается. Главное в этот день не наделать ошибок. Смотрим, товарищи. Вот есть у них расплод. Печатный, темный. Значит, пчелки будут скоро выходить. Яйца есть. Значит, матка есть. Проблем нету. А вот и матка бегает. Еле-еле ноги переставляет. Вот она ходит, красавица. Не шустрая. Еще шустрая не стала, еще не откормилась. Еще у нее нету как таковой свиты. Так, беспокоить не будем. Ставим ее на место. И сразу прикрываем потолочинкой. И таким образом смещаем все рамки в эту сторону, чтобы нам почистить дно. Вот следующая рамка, тоже очень легкая. Тут тоже должен быть расплод типа. Ячейки почищенные, сверкают, но яиц нету. А с этой стороны яйца есть немножко. Но расплода печатного нет. Так, ну эта матка, значит, начала откладывать яйца позже, потому что в синем улье уже на 2 рамках был расплод. Дальше рамочка идет тяжелая с медом. Ну и понятное дело, мед же, она тяжелая. Кормов в этой семье, значит, хватает. Закрываем хавала. Так, ну тут рамочки дальше можно даже не перебирать, они все будут с медом. Расплода тут не будет. Все рамочки будут
с медом. Так, ставим все сюда, рамочки сдвигаем и смотрим, что у нас делается по этой семье. А я уже вижу, что она перезимовала очень хорошо. Сейчас покажу, почему я так думаю. А думаю я так, потому что вот такое количество подмора у этой семьи. То есть его практически нет. Понятное дело, что за день они немножко все подчистили, но все равно его очень немного. Так вот, если вы осматриваете пчелиные семьи незадолго после облета, не затянулись этим делом, то по количеству подмора сразу можно судить, как перезимовала семья и насколько она ослабла. Вот сколько у вас пчел мертвых на дне, значит, настолько у вас уменьшилась семья. Тут подмору фиг да нифига, можно сказать. Не 3 пчелы, конечно, но и немного. Значит, эта семья, можно отметить в журнале, после зимовки практически не ослабла. То есть в размерах не уменьшилась. А значит, сокращать ее вроде как не надо. А теперь переходим на другую сторону и складываем гнездо назад. Это у меня южная стенка. Южная стенка будет нагреваться солнцем. Все правильно. Значит, с этой стороны улей будет теплее, потому что улей лежак длинный. С одной стороны, с южной он греется солнцем теплее, с северной, соответственно, холодно. Значит, все рамки на южную сторону. Вторая нюанса, так сказать, литок. Вот напротив литка должны встать рамки с расплодом. Вот так и планируем где-то. Потому что если рамки с расплодом не напротив литка, то пчелы такие рамки охранять не хотят. А сейчас воровство. Литок мы сузили, но дело в том, что надо еще сюда поставить и рамки с расплодом напротив литка. Тогда пчелы располагаются напротив расплода, тем более расплоду нужен кислород, и тогда они защищают хорошо литок, и тогда их воровки не разобьют. Так, рамка с медом, все хорошо, все чудесно. Еще одна рамка с медом. Все хорошо, все чудесно. 2 полные рамки с медом. А теперь нам надо сюда поставить рамку с расплодом. Где она, наша рамка? Это не она. Это мы тут все закрываем, чтобы они не нервничали. Следующая рамка тоже была не с расплодом. Вот эта рамочка может быть и с расплодом. Ага, вот та рамочка с расплодом. И вот берем раз рамочка с расплодом. И сюда поставим еще одну рамочку с расплодом. И вот та рамочка, на которой бегала матка с расплодом, мы ее ставим напротив литочка. Все. Таким образом у нас пчелки будут на расплоде, напротив литочка, будут охранять литочек. Ставим рамочка пустая. И теперь нам надо сделать такой фокус. Можно эту рамочку тоже поставить, но пока не будем. Значит, какой фокус? После этого действия, если у нас семья нормальная и все хорошо, то мы в улей можем не заглядывать 40-50 дней. Это при условии, что у нас все хорошо. Поэтому, чтобы у нас матка нормально работала это время, 40 дней как минимум, то есть чуть больше месяца, нам надо обеспечить ей место под яйцекладку. Обычно это 4-6 рамочек надо оставить, смотря по силе семьи. А вот силу семьи читаем в прошлогоднем пасечном журнале. Какой силы семья у нас пошла в зиму. Там у нас отмечено, сильная семья это или средняя. Там у меня в журнале написано средняя по силе семья. Подмуру не было, значит, она не ослабла, она так и осталась средней по силе. Значит, ей надо около 4 рамочек под расплод. Вот теперь мы берем пустую рамочку, вот такую вот, например, и ставим в гнездо. Вот у нас на 2 рамочках расплод, 3-я рамочка, и вот 4-я рамочка полупустая. И таким образом мы обеспечили матку местом под засев. А вот если этого не сделать, и у вас будут полномедные рамки, и вы будете радоваться, что у вас меда много в улье, и все хорошо, но дело в том, что матке некуда яйца откладывать, толк от вашего меда, если она не откладывает яйца. А сейчас, в ближайшие 21 день
а после облета надо отсчитать 21 день. И на 21 день начнется день жопы, когда семья будет иметь наименьшую силу, потому что сейчас старая пчела будет массово отходить очень быстро, оно еще не родится. Поэтому в ближайшие 21 день семья будет только слабнуть. Поэтому излишнего ее расширять не надо, но и стеснять матку тоже не надо. Поэтому ставим комплект под засев, а дальше кормовые рамки. И вот так вот и кормовые рамочки. Хлоп, меду у них тут тьма. Перейдем на вторую сторону, на другую. И смотрим, что у нас тут делается дальше. Так, тоже рамочка пыльцовая. Оставим им пыльцовую рамочку. Только мы им тут поставили кормовую рамочку. А сейчас сюда поставим пыльцовую. Потому что пыльцовая рамочка должна быть возле расплода. А мы предполагаем, что она засеет 4 рамочки. Значит, возле 4-й рамочки, которую мы под расплод подготовили, ставим пыльцовую рамочку. Ну а дальше идут кормовые рамочки. Так, меда в этой семье выше крыши. Так, с теми нюансами мы определились. Матку увидели, расплод увидели, матка есть, все хорошо. Теперь нам надо определиться с кормами. Значит, кормов в семье ни в коем случае не должно быть меньше 4 килограмм. А лучше, если здесь 10 килограмм и больше в гнезде. Почему так? Потому что если у вас мало кормовых запасов в гнезде, то пчелиная семья перейдет в эконом-режим. То есть она не будет по максимуму выращивать расплод, она будет экономить. Поэтому, чтобы пчелам обеспечить светлое будущее и чтобы они хорошо выращивали расплод, нам надо дать им правильное количество корма. То есть 8-10 килограмм это будет самое то. Ну, у этой семьи это количество меда после зимовки есть. Тут проблем нету. Ну, а если у семьи не хватает, видите, меда, то надо добавить, дать им меда, чтобы они не экономили на расплоде. Так что вот такие вот самые две главные ошибки сейчас делают многие. Во-первых, не оставляют место матки под засев из хороших побуждений, конечно, потому что стараются пчелам дать побольше меда, дают им полномедные рамки, полновесные, и тогда матке некуда откладывать яйца. И делает этим самым только хуже. Тоже рамка с пыльцой, сов пыльце. И второе, наоборот, оставляет мало корма, недостаток корма, потому что надеется на побуждающую подкормку. Но дело в том, что побуждающая подкормка побуждающей подкормкой, а мед в улье должен быть, запасы должны быть. Пчелы прибежали в кладовку, посмотрели, у нас много меда. Ага, у нас много меда, экономить не будем, давайте выращивать расплод. Прибежали в кладовку, посмотрели, меду мало. Опять побежали к матке, сказали: слышь, уважаемая, меду у нас фигня, и если ты нам начнешь яйца откладывать, так мы с голоду передохнем. Зачем ты нам такая интересная надо? Давай прекращай немножко яйца откладывать, давай будем экономить. Так вот, чтобы такого не случилось, смотрите за количеством меда. Независимо от того, будете выдавать побуждающую подкормку, не будете выдавать побуждающие подкормки. Тут в этом деле важно само наличие кормов. Дайте им меда, и все будет хорошо. Так, по поводу сокращения я в прошлом видео рассказывал. Сокращаются по методу Блинова, либо каким-то другим способом только семьи, которые ослабли. Те семьи, которые не ослабли, в сокращении не нуждаются. Семьи, которые сильные, занимают по 7 улочек и больше, вообще в сокращении ни в каком не нуждаются. Вот у нас тоже рамочка с медом. Сейчас мы ее распечатаем. Они этот мед будут брать и переносить в гнездо. Ничего страшного в этом нет. Это на них будет действовать как побуждающая подкормка. И к тому же мы им поставили пустую рамочку для того, чтобы они этот мед, который они отсюда возьмут и будут волокти в середину гнезда, им туда будет куда сложить. Таким образом они не зальют те ячейки, которые предназначены под засев матки. Потому что тоже делают такую нехорошую вещь. Дают много за заставную доску меда распечатанного. Можно и эту сторону немножко распечатать.
И пчелы на радостях несут этот весь распечатанный мед в гнездо и заливают там ячейки, которые должны были под расплод для матки. И получается, матки опять нету места под засев. Поэтому с этим делом надо быть осторожнее. Смотреть по количеству меда, по количеству свободных сот и как там матка работает. Ну и чтобы было веселее, все это дело можно взбрызнуть водичкой, чтобы они не скучали. Тогда они лучше забирают медочек. Так, ну и вот у нас семейка эта сложена. Все, в ближайшие 40 дней тут нам делать нечего. Закрываем ее. И самое главное, теперь очень хорошенько утепляем. Ложим утепление, чтобы им было тепло. Потому что тепло сейчас для пчел это очень серьезный ресурс. Тепло весной для пчел это ресурс не меньше, чем мед и пыльца. Без меда пчелы расти не будут. Без пыльцы пчелы расти не будут. Но и без тепла они тоже расти не будут. Тут уже воровки прилетели. Надо сворачиваться с этим делом. Вот такие вот у нас дела. Такая сегодня у меня работа по всей пасеке. Пойду работать дальше. Итак, резюмируем. Первый осмотр. Первое. Литок. Не забыть сократить литок, потому что воровство. Второе. Почистить улья по необходимости. Третье. Мед. Запасы меда обязательно проверить. Четвертое. Обязательно проверить, есть ли матка и сеет ли она яйца. Четвертое. Поставить расплод напротив литка, чтобы не обворовали вашу семью. Следующее. Обеспечить матку на ближайшие 40 дней местом под засев. И последнее. Обеспечить пчел теплом, то есть утеплить. Без тепла ничего не будет. Без тепла они очень сильно затормозятся в развитии, а это нам не надо. Потому что они и так облетелись 21 числа, вместо того, чтобы 8 марта облететься. То есть прогуляли 15 дней, потеряли 15 дней. Значит, в этом сезоне на 15 дней мы отстаем. А это целых полкруга выращивания расплода. Ну и после того, как мы сделаем эту работу, будем все видеть проблемы на пасеке, будем заниматься исправлением плохих семей и будем планировать нашу работу на этот сезон. Тут самое главное все правильно спланировать. Но про планирование расскажу как-то в другом видео. Но сегодня было вот такое вот видео. Так вот я провожу первый осмотр. Такие вот ошибки иногда делают. И я их тоже делал. Так что смотрите на наглые мордочки, которые теперь уже в этом году облетались. И передавайте им привет. Ну и не забываем про лайки, потому что я очень жаден до лайков.